Все эти титулы и еще с десяток имен и титулов были у Чингисхана, основателя и первого великого хана Монгольской империи. Чингисхан – имя при рождении Темуджин, одна из самых известных и противоречивых фигур в мировой истории. Его личность окружена множеством мифов и легенд, которые часто искажают реальные исторические факты. Вот некоторые из самых распространенных мифов о нем. Миф первый. Чингисхан был жестоким варваром, убивавшим миллионы. Реальность. Безусловно, войны Чингисхана сопровождались массовыми жертвами, особенно при подавлении сопротивления. Однако его репутация кровожадного монстра во многом создана его врагами – китайскими, персидскими и европейскими хронистами. Он не уничтожал города без причины. Если население сдавалось без боя, его часто щадили. Жестокость была частью военной стратегии, чтобы деморализовать врагов и предотвратить восстание. По некоторым оценкам, население Евразии сократилось на 10-40 миллионов из-за войн и их последствий, голод, болезни. Но не все смерти – прямое следствие приказов Чингисхана. Взяв один из городов, полководец казнил 2,5 миллиона жителей. Такое число жертв после падения Герата в 1221 году приводит средневековый персидский историк Джуджани. Согласно другому источнику, казненных было 1,6 миллиона. Миллионы людей были умерщвлены по приказу хана, по персидским текстам, в результате захвата других городов Центральной Азии – Нишапура, Мерва, Ургенча. Американский антрополог Джек Уэзенфорд прокомментировал эти сведения так. Обследование разрушенных монголами городов показывает, что общая численность их населения очень в редких случаях составляла 1/10 часть летописных жертв. Сухая почва в этом регионе сохраняет кости на столетия и даже иногда на тысячелетия, но нигде нет и следа миллионов, якобы уничтоженных монголами. Прежде чем продолжить, прошу попросить вас подписаться на канал и оставлять комментарии и лайки. Спасибо большое, друзья. Это очень поможет нашему каналу в развитии. Миф второй. Чингисхан был монголом в узком смысле этого слова. Хотя он происходил из монгольского рода, его армия и империя включали множество народов – тюрков, китайцев, уйгуров и других. Само слово «монгол» в то время могло означать не только этническую принадлежность, но и политическую общность. Существует предание о словах Чингисхана. Он произнес: «Народ, который связал себя со мной против всех, народ, который вооружил мою мощную мысль своей великой силой. Этот народ чистый, как горный кристалл. Я хочу, чтобы назывался Кеки-монгол небесное счастье». Другая версия происхождения слова «монгол». Вожди кочевых племен делили армию на два крыла – правое крыло и левое крыло. По-тюркски «он-кол» – правая рука и «сол-кол» – левая рука. У монгол – Барунгар и Джунгар. И было третье крыло, точнее ядро вокруг военачальника – центр или гвардия, или монкол – 1000 рук. Как у Кира бессмертный численностью 10 тысяч человек. У монгол центр назывался просто Кол. Этноним названия Могол – Магул, Могал, Мугал, Могол в переводе с персидского языка буквально означает монгол. В индийских и индо- и персидских источниках монгольские захватчики назывались как Могол. Термин Могол применялся к населениям в Индии для обозначения всех мусульман Северной Индии и Центральной Азии. Миф третий. Кем был Чингисхан? Сломано много копий о том, кем был Чингисхан: монголам, тюркам, казахам, кыргызам, уйгурам, узбекам, осетинам и многими другими. Любители приукрасить историю создали несколько мифов
пользующихся популярностью в современном казахстанском обществе или другом на постсоветском пространстве. Но сейчас стало модным услышать какую-нибудь гипотезу, красиво пересказать ее или снять видеоконтент, а затем разослать в чаты мессенджеров. У новой исторической версии непременно найдутся последователи, которым официальная история кажется сплошной ложью. Доказать таким людям обратное дело практически невозможно. Чингисхан был казахом. Главным аргументом этой теории является то, что в империи сотрясателей вселенной использовались такие казахские слова, как хан и курултай. Но на самом деле в монгольском языке до 40% тюркских слов. Отцом Чингисхана являлся Исугей Багатур из монгольского племени Борджигин, а матерью Оэлун из племени Олхонутов. По существу в VII веке не было ни монголов, ни казахов, ни бурят. Были группы тюркоязычных и монголоязычных племен. Вопрос, почему же казахи и другие народы так хотят сделать Чингисхана своим, остается открытым, ведь он был довольно кровожадным завоевателем. В нашем видео было много комментариев о том, кем был и кем не был Чингисхан. Можете почитать их и посмотреть видео в ссылке в описании. Чингисхан понимал, если нет законов, будет бардак. Поэтому он придумал Ясу, единый свод законов, по которому жили все монголы. Я предвижу много комментариев по этому поводу. Буду ждать вашей версии. Четвертый миф. Чингисхан хотел завоевать весь мир. Реальность. Нет доказательств, что он планировал глобальное завоевание. Его империя расширялась постепенно. Сначала он объединил монгольские племена в 1206 году. Затем напал на Китай, Цзинь и Ся из-за угрозы с их стороны. Походы на Среднюю Азию и Иран начались после убийства монгольских послов. Поводом для вторжения монголов в Казахстан и Среднюю Азию стала Атрарская катастрофа 1218 года. В Атраре по приказу правителя города Каирхана был уничтожен торговый караван Чингисхана. В 1219 году Чагатай и Угидей осадили город Отрар. Население Отрара 6 месяцев держало оборону. Во время монгольского нашествия в 1219 году город Отрар был разрушен войсками Чингисхана. Европейские походы. Внук Бату-хан 1237-1242 год. Начались уже после смерти Чингисхана. Миф пятый. Чингисхан изобрел кумыс. В монгольских мифах великий хан действует как типичный культурный герой, в том числе дает своему народу новые навыки, например, получение опьяняющего напитка из кобыльего молока. На самом деле кумыс научились делать за тысячи лет до Чингисхана. По данным археологов в Северном Казахстане этот напиток употребляли еще в эпоху энеолита. Шестой миф. Чингисхан был неграмотным дикарем. Реальность. Он не умел читать, но ценил знания и советовался с образованными людьми. Например, с киданским советником Юлой Чуцаем. Создал первую монгольскую письменность на основе уйгурского алфавита. Ввел систему законов Ясса, Ясак, Джасак, регулирующих жизнь империи. Монголам нужны законы, которые свяжут их тугой петлей. Чтобы закончились грабежи и матери захотели рожать детей, кара у монголов будет одна – смерть. Кто поднимет меч на детей и женщин – смерть. Кто откажет путнику в еде и ночлеге – смерть. Тому, кто скупает краденое – смерть. Тому, кто предаст своего хана – смерть. Кто бросит оружие во время боя – смерть. Смерть и ему, и его 10 товарищам. Побежит десятка, смерть всей сотни и сотнику.
1000 побежит. Смерть всем монголам. И монголы согласились с моими законами. Чингисхан уничтожал культуру покоренных народов. Реальность. Напротив, он часто использовал местных чиновников, ремесленников и ученых. В Китае сохранил конфуцианскую администрацию. В Средней Азии покровительствовал торговле, шелковый путь. При его преемниках, например, Хубилае, развивались науки и искусство. Миф 8. Чингисхан умер в бою или был предательски убит. Реальность. Обстоятельства его смерти в 1227 году до конца не ясны, но основные версии: погиб во время осады города Синян, Китай, от ранения или болезни. По другой легенде, умер после падения с лошади. Согласно монгольскому преданию, смертельную рану полководцу нанесла молодая жена его врага, тунгусского хана, по разным версиям зубами или острым металлическим предметом, а затем бросилась в реку. Современные монголы – прямые потомки Чингисхана. Реальность. Генетические исследования показывают, что у 0,5 мужчин в мире есть гаплогруппа, предположительно восходящая к Чингисхану и его родственникам. Однако, это связано с тем, что у него и его сыновей было много детей. Современные монголы – наследники не только Чингисхана, но и других народов. Чингизиды – прямые потомки Чингисхана. У Чингисхана и его первой жены Борте было 4 сына – Джучи, Чагатай, Угедей, Тулуй. Только они и их потомки наследовали высшую власть в государстве, и только их потомки носили родовой титул чингизидов. Все казахские ханы были чингизиды и происходили из рода Туре. Хан утверждался из числа султанов, потомков Чингисхана и из рода Туре, путем выборов хан Сайляу. Миф 10. Чингисхан ненавидел религию. Реальность. Он придерживался тенгрианства, культ вечного синего неба, но был веротерпим. Освобождал священников и монахов от налогов, и его потомки принимали ислам, буддизм и христианство. В монгольском буддизме Чингисхан считается воплощением одного из божеств, а именно Очервани, на санскрите Ваджрапани, грозного бодхисаттвы, охранителя буддизма. Вывод. Чингисхан был выдающимся полководцем и правителем, чей образ сильно мифологизирован. Его империя изменила мир, но многие факты о нем преувеличены или пропаганда.